Я прикрою. Спасибо, друзья. Что происходит наверху? Подняли тревогу и перекрывают все выходы. Прорываемся с боем. Нужно что-то потяжелее. Без проблем, друзья. У лифта, на котором меня привезли, как раз есть... снижение. Укрытие! Прикрой! Вперед! Что-то вижу! Меняю позицию! Прикрой тыл! Берегись, граната! Ищу укрытие! Раненый! Вот наш склад. Бронежилеты, шлемы, пулеметы, взрывчатка. Давай, Белл. Идем наверх. Лазарь, жди на северо-западном углу через 5 минут. С нами будет берег. Сзади полно места. Выходим из лифта и сразу идем в сторону двора. Готовь заряд, Белл. Идем, Белл. Не меньше. Ну, как мне? Давай, вперед! Живее! Один есть. Мы почти на месте! Прорывайся! Не меньше. Готов. Давай, давай! Машину! Я прикрою! Марк, мы взяли список и возвращаемся. Готовься выдвигаться. Наконец-то. Я ждал твоего звонка. Они всю Москву поставили на уши. Оно того стоило? Адлер все же добыл список спящих агентов. Вопреки всему. Стальной характер, ничего не скажешь. Был молодцом. Похоже на то. Но, по-моему, они все чересчур расслабились. Ведут себя так, будто знают, с кем имеют дело. Возможно. Оказалось, что один из тех агентов связан с Зеленым Светом. Теодор Гастингс. Инженер-ядерщик из Солт-Лейк-Сити. И ты думаешь, он задействует Гастингса? Именно. Мы уже взяли его под наблюдение. Рано или поздно он выведет нас прямо на Персея.
Вот оно. Свежий след Теодора Гастингса ведет сюда. Куба. У нас под боком. Персей обосновался в пустом правительственном здании где-то в кубинской глубинке. И похоже, что привез туда бомбу. Кастро наверняка в курсе. 20 баксов тому, кто притащит его ко мне. Кого? Кастро или Персея? Любого. Мы не дадим ему привезти эту бомбу в США. Пора покончить с Персеем. Раз и навсегда. Так, убедитесь, что все готово. Когда начнем, пути назад не будет. Вот. Обойдемся без гениальных идей. Да, как говорится в таких случаях, Хадсон, суп даю. Ну что? Хочу кое-что обсудить минут на 5. На связи? Лично. Ты все? Поговорим? По виду, да. Вот, смотри. Как у тебя с испанским? В Мадриде сойду за местную. В Гаване поймут, что я гринго, едва я открою рот. Счастье болтать не планирую. Как насчет перекусить по дороге? Заправиться заодно. Момент. Побыстрее, я занят. Не то слово. Наш человек проделал огромную работу. Что до тебя, у нас требование только одно. Необходимо превзойти все наши ожидания. Приветствую тебя в команде. От всей души. Я не склонен обсуждать свои личные взгляды на членов команды с подчиненными. Что-то еще? Плана агента Зулай. Мы выбрали Лазаря вовсе не за обаяние. Он сапер высшего класса. Но даже если он не справится, тебе придется ее забрать. Да, возьми смену штанов. Ну нет. И при таком размере группы Персей может почуять опасность и сбежать. В этом случае меньше лучше. Данных точнее не будет. Разведки всего мира много лет пытаются привязать Персея к конкретному месту. Такое чувство, что он живет где-то между строк истории. И если ты лично сможешь прикончить его, то я буду невероятно счастлив. Если хочешь повторить детали инструктажа, проектор в дальнем углу. Я слушаю. Осторожней, это протеже Адлера. Белл, Ты серьезно говоришь? только не это. Не-не-не-не. Погоди, я сейчас все объясню. Началось. Ха-ха, ну да. Мы с Кастро в некотором роде кровные враги. У меня была возможность его убрать, но информатор подвел. Волна дерьма тогда дошла аж до самого Вашингтона. В общем, если я узнаю, что Персей снюхался с Кастро, и Хадсон случайно обнаружит мою пулю в голове Фиделя, ну, придется списать это на побочный ущерб. Уложился в 5 минут. Я ждал часового монолога. В Кхишане мы ловили другого урода. Точно. В Хюэ мы выгрузились рядом с группой Адлера. А еще тогда я имел несчастье познакомиться с Хадсоном. За эти годы он не изменился. Как он был полнейшим занудой, так им и остался. Слышал? Мы легенды, мать твою. Да, где мы, там гром победы. Так, хватит уже языком трепать.
тот фальшивый американский городок тебя не впечатлил? Или ты сейчас про Мейсона? Не, я пока живой. Это ты к чему говоришь? Это уже перебор. Если хочешь подружиться, то это самый тупой в мире способ. Да мы прикалываемся. Кажется, он озадачен. Вы с Адлером только что влезли в КГБ, ломанули их базу данных и ушли живыми. Ну а теперь наша очередь. На месте Персея я бы уже спрятался в нору. А я бы залил эту чертову нору напалмом. Для Адлера это кульминация 30 лет напряженной работы. Неудивительно, что он на взводе. А тебе стоит собраться и не думать о прошлом. Собирайся давай. Адлер ждет от тебя большей собранности, чем от гранаты без чеки. Да. До скорого, Белл. Ключевые агенты поддерживали связь через тайники, местонахождение которых регулярно менялось. Ми-6 считает, что в часах, которые мы взяли у КГБ, хранится зашифрованный список последних тайников. Попробуй его расшифровать. Похоже, это часть доклада в Москву о действиях ключевых агентов. Она поможет нам сузить круг поисков. В последнем отчете бородатая леди упоминает о скором голосовании в парламенте. Он считает, что сможет склонить других к сотрудничеству. Силач опасается, что за ним следят, и просит КГБ о поддержке. Жонглер тревожится по поводу следующих выборов. Он просит принять меры против соперников. В тетради из квартиры Крауса могут быть указания на личности ключевых агентов. Судя по всему, Краус обеспечивал их финансирование.
последнем отчете бородатая леди упоминает о скором голосовании в парламенте. Он считает, что сможет склонить других к сотрудничеству.
Так, этим вопросом займутся Вудс и Мейсон. Похоже, рудник прячется на советской военной базе в горах Узбекистана. Добраться туда легко. Мы высадим ребят неподалеку и заглянем. Пусть ублюдок знает свое место. Очень надеюсь, что рудник там. Переться в такую даль. Начальство уверено, что он там. Рванем эту вышку ко всем чертям. Поднимем шорох. Вот тогда и будет ясно. Ладно, поехали вниз. Пора поиграть в прятки.
issue. Yeah. So that's And kind some of of them- stuff that we can share with the community. They usually trying to be involved in such kind of tasks. It's just the issue at the moment is that like when something isn't working, like when it's just literally broken, then community are like, okay, well, it's obviously just broken. So it's not like they're going to go in and fix something fundamental. So I think that there's a point where we kind of go, I think to your point, Vasily, that's obviously a high priority. Yep. So I also know that's the other thing I was going to mention. I noticed that lots of things that are marked as low or medium priority are actually high priority. And what I would say is when myself and Peter, when we do build reviews, if we're doing it with Slava, we should probably have that conversation. Like this one is one we should assign, this is a high priority one. This one should be assigned to, Eleanor or Roman or Igor or Vasily or whatever. The other thing as well is I just don't think the descriptions and the repro steps are very good in a lot of these bugs. I only saw them last week. Sometimes things are called random names, like names that aren't actually the name of the thing. Like the note input bar in 3 or 4 bugs is called the note instrument panel. It's like there is no such thing called the note instrument panel. So right away, it's impossible for anyone to pick up what he's talking about. There's very rarely any images or videos. The repro steps are sometimes weird and vague and not described properly. If we want the community to pick up on some of these bugs, they have to be described better. So what I would say is before we have thousands of bugs, probably Peter and myself probably, and maybe 1 or 2 others should probably do, and Slava should do a bug triage where we go through all the bugs and probably rewrite some of them and mainly to reprioritize them and reassign them if possible. It will be good to make some revision on all the issues. I'm also thinking about the separate channel in Discord, but I'm not sure, Peter, if it's possible to collect only specific events, like Slava created a new issue, or we have a new comment on some issue, right? Excluding all the stuff about the like PR is merged or new commit or whatever. Yeah, we can have another channel where, like, for filtered events or something, perhaps the current development channel should only have the filtered events, and then we have another channel that has like everything for people who want everything. Well, I think it will be useful for you and Martin to look through all of these events and see, like, okay, we have a new, like, I don't know, 3 new issues during this day. Let's see how it's useful and how it's understandable to reproduce. Yeah. So so at the moment we're getting commits that are made to the repository and pull requests that are made by the community and comments on pull requests. We can have issues as well, maybe a separate channel or something like that. Yeah, I'll think about how we want to divide them up. Also, do we think I'm looking at high, medium, and low priority, and I'm kind of wondering. I mean, I don't know what you guys use. I'm pretty used to P1 to 5. So priority 1 is like the same for me. You can't release with a P1. You can very rarely release with a P2. A P3 is like medium. P4 is kind of lowish, and P5 is like that's like a color is slightly wrong or something. I'm kind of wondering. I'm used to the same system, but it starts from the 0. Like if it's right. P0, then it's oh my god, it's not working at all. Yeah, it's crashing at startup. Probably a sexier name P0 than P1. So I don't mind. Yeah, P0 and then like 0 to 4 or something like that. Sounds good to me. I'm kind of wondering because we have everything we need. I'm looking at GitHub projects right now. I mean, you can filter for yourself. So if it's assigned to you properly, and like let's say I could come if I was a developer, I could come in, look at my name, see what's a P1, and go, right, well, I know what I should be fixing right now. Yep. So I think, like when I'm working with Igor, for example, or sometimes anyone else here, I'll often like send me a build, I'll look at the build, I'll send feedback via video, because I think that I don't think bugs should be missing functionality. I think they should be things we probably didn't catch the first time around. So yeah, I just think that at the moment what's happening is like things are literally just not getting finished because they get put in as a bug when it's not really a bug. It's just a piece of work that hasn't been done yet. And that's problematic because then things are kind of left
like more broken than they should be. It's not a big disaster. I just think now is the time to jump on top of this and do it properly. Slava, are you catching any of this? Cool. I think you and I should probably sit down maybe this week and just go through some bugs. And I think if you've got time, it'd be good to do it with the three of us, and we can describe like how to improve the quality of the bugs a little bit and make sure that they're. And I should be a lot more available now. So I think that I think developers, it's fine to kind of keep sending me like builds, and I'll just keep reviewing them and sending videos back and stuff, That's probably the best way to work. And then like bugs are just a separate thing. Okay. That's it for me. How are you doing, Vasily? I've been working on the audio engine during the previous 2 weeks. So yeah. So actually, I'm about to finish. So today or tomorrow, we'll have everything that we need for the new concept of the mixture. And judging by the current metrics, I should proudly say that we are about to have one of the best approaches in the market. Speaking about the audio engine, it's really performant. It's working on every fucking platform. Don't tease me. What about I have a question. What's the story with VST on Linux? Well, because I asked Paul, the guy who runs Ardour, another open source DAW, I was like, is it true that VST can't work on Linux, or that there's some sort of alternative? He's like, no, VST works on Linux. So I just don't know what the story is there. It's working. It's working. Okay, fine. Grand, fine. I was worried about that. Okay. I think what it probably meant is that VSTs, I guess they're shipped pre-compiled because they're libraries and whatever, and people don't bother compiling them. Yeah, I mean, speaking about the Steinberg API, it's working already on Linux, on Windows and Mac. But if we look through all the VSTi plugins, then yeah, sometimes people do care about Linux. Sometimes they